Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня будем печь новогодние пряники. Рецептов пряничного теста много, но чаще всего я использую именно этот. Пряники получаются очень ароматные, и хранить их можно несколько месяцев, и при этом они не только не портятся, а становятся только вкуснее и мягче. Но если вы решили испечь пряники в канун праздника и времени на то, чтобы они стали мягкие, нет, я расскажу вам свой секрет, что нужно сделать, чтобы пряники стали мягкими буквально за пару дней. Еще я расскажу о ковриках, которые использую для выпечки. И, конечно же, я буду готовить глазурь, окрашивать ее и расписывать пряники. И в процессе буду делиться с вами информацией о красителях, кондитерских мешочках, насадках. В общем, весь процесс от А до Я. Так что оставайтесь на канале и досмотрите видео до конца. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Начнем с теста, и для него мне понадобится 500 грамм меда, 500 грамм сахара, 300 грамм сливочного масла, 2 яйца, 50 грамм какао, 2 чайные ложки разрыхлителя, 3 столовые ложки коньяка или рома, 1 чайная ложка корицы и по 3 чайной ложки кардамона, гвоздики, имбиря и аниса, а также ванилин, цедра 1 лимона и 1 апельсина, чуть больше килограмма муки. Сразу хочу сказать, что пряников из этого теста получается много, поэтому вы вполне можете взять половину нормы. Соединяю в кастрюле мед, сахар и сливочное масло. Хорошо перемешиваю и на медленном огне прогреваю до полного растворения сахара. На это может уйти минут 10. Главное, смесь не доводить до кипения и все время помешивать. Натру на мелкой терке цедру апельсина и лимона. Ну вот, сахар у меня уже растворился. Добавлю цедру, перемешаю и налью коньяк. Берите ароматный алкоголь, но если вы не хотите использовать алкоголь, добавьте несколько капель ароматизатора. Снимаю смесь с огня, пусть немного остынет, а пока подготовлю пряную смесь. Из отмеренного количества муки возьму примерно половину и смешаю с остальными специями. Для этого просто просею все на лист пергамента, так удобнее будет. Какао я беру много, и тесто у меня получается коричневое. Мне так нравится, но вы можете положить меньше какао, и если вы не любите какую-нибудь специю из тех, что я использую, то можете ее исключить или заменить. Это все дело вкуса. Мне нравится такое сочетание. Но в случае, если вы возьмете меньше какао и специй, то есть сухих ингредиентов, то муки вам понадобится больше. Именно поэтому точное количество муки я не указала. Пряная смесь готова. Теперь яйца. Я их перемешаю и немного подогрею, добавляя буквально по 1 ложке медово-масляной смеси. Делаю я это для того, чтобы яйца не сварились и не попадались потом кусочками в тесте, потому что смесь мы прогревали, и она еще достаточно горячая. Ну вот, этого достаточно. Теперь отправляю яйца в общую массу. Перемешиваю и всыпаю сюда же пряную муку. Хорошо размешаю. А теперь переложу тесто в дежу миксера и, добавляя муку, буду замешивать. Это можно делать и вручную, но тесто нужно вымесить очень хорошо, и займет это минут 15. Даже если вам кажется, что тесто мягкое и пристает к рукам, не добавляйте больше муки, чем по рецепту. Просто оно еще теплое, и за счет меда оно, конечно же, немного липнет. Но по мере остывания все придет в норму. Присыпаю стол мукой и выкладываю тесто.
Разделю его на несколько частей для удобства и уберу в холодильник. Вот такое оно получается гладкое, красивое и безумно ароматное. Заверну каждый кусочек в пленку и уберу в холодильник минимум на 2 часа. Можно оставить тесто на ночь и даже на несколько дней. И пока тесто отдыхает, я расскажу вам о формочках, вырубках, штампах и трафаретах, которые я использую. Формочки могут быть пластиковые, вот такие наборы разных форм и размеров. Например, из таких звездочек потом удобно собирать елочку. Круглые формы я использую очень много, так как на них можно рисовать разные смешные физиономии или просто какие-нибудь рисунки. Еще у меня есть вот такие разные вырубки: варежки, сапожки, пирожные, ну еще много всего. Пользоваться ими тоже очень удобно. Вот такими штампами удобно делать оттиски. Получаются уже готовые узоры, которые потом можно легко разрисовать. И еще очень удобны вот такие вырубки с трафаретом. Если вам сложно нарисовать что-то самому, то перенеся контуры рисунка на пряник при помощи вот такого трафарета, вы получите очень красивую картинку. Теперь о ковриках для выпечки. Мои фавориты – это тефлоновые коврики. Я пользуюсь ими чаще всего, и по ним это уже заметно. Заказывала я их на AliExpress, они недорогие, но очень удобные. Цвет их значения не имеет. Прямо на них можно раскатать тесто и вырубить пряник, не перенося его потом никуда. Таким образом пряник не деформируется. Это очень актуально, если вы потом соединяете какие-либо детали вместе, например, пряничный домик. Но основное – это то, что дно пряничка получается очень ровное и гладкое. И даже если у вас сверху тесто немного вздулось, то вы сможете рисовать на обратной ровной стороне. В процессе выпекания пряников я все покажу. Можно, конечно, печь и на пергаменте. Вот такой силиконовый коврик я не использую. Он тонкий и при выпекании собирается и вздувается, и обратная сторона пряника получается некрасивой. Мое тесто провело в холодильнике ночь. Вот такое оно красивое. Сейчас возьму кусочек теста и, не разминая его, раскатаю, а другой половинке дам согреться и разомну, а потом покажу вам разницу. Раскатываю тесто толщиной примерно 3-4 мм. Стараюсь это делать равномерно. У меня немного теста вышло за коврик, я его обрежу. Это очень удобно делать ножом для пиццы. Можно в принципе и не обрезать, но я вам покажу толщину теста. Сейчас возьму вот эту снежинку, хорошо прижму ее. А потом вырежу вот таким кружочком. Можно даже немножко придавить скалкой. А потом снимаю лишнее тесто и перетаскиваю коврик на перевернутый противень, так удобнее. Обрезки теста сминаю, можно завернуть в пленку и потом раскатать снова. Другой кусочек теста я разминаю, раскатываю и точно так же выкладываю вырубки.
Старайтесь большие и маленькие пряники вместе не выпекать, так как они по-разному готовятся. Сильно близко друг к другу тоже не располагайте, так как при выпечке они увеличиваются. Второй противень готов. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. Ставлю выпекаться в режиме конвекции на 7-10 минут. Но зависит это от размера пряников и вашей духовки. Пока эта партия пряников выпекается, можно подготовить следующую. Пряники мои провели в духовке 7 минут. Я их достаю, и теперь, пока они еще мягкие, я беру вот такую доску, можно противень или поднос, и накрываю ею пряники. Буквально на 10 секунд. И тогда поверхность пряника получается ровненькой. Сильно давить не нужно. Если поверхность вашего противня неровная, то перетащите коврик с пряниками на стол и там накройте чем-то. Это, кстати, может быть даже стекло. И теперь нужно дать пряникам остыть прямо на коврике, чтобы они не поломались. Просто отодвиньте их в сторону. Я все пряники уже выпекла, и они у меня остыли. Теперь я покажу вам разницу. Вот две елочки. Одну я выпекала из холодного неразмятого теста. Она получилась не гладкая и вся в таких пузырьках. Конечно, под слоем глазури это видно не будет, но не все пряники мы полностью заливаем. А вот эта елочка получилась гладкая. Это тесто я хорошо размяла. Еще один наглядный пример. Два оленя. Один я выпекала на тефлоновом коврике, а второй на пергаменте. И вот нижняя сторона пряника. Первый очень гладкий, а на втором много неровностей. Вот на сапожке это лучше видно, хотя верхняя сторона у обоих гладенькая. Информации получается очень много, поэтому напишите мне в комментариях, была ли она для вас полезной. Мне это интересно. После того, как пряники полностью остыли, их нужно упаковать в коробку или контейнер. Старайтесь складывать друг на друга одинаковые пряники, так они не будут деформироваться. Сейчас они твердые. Как я уже говорила, чем дольше пряники лежат, тем мягче они становятся. Если у вас нет этих нескольких недель в запасе, а осталось пару дней, то я вам сейчас расскажу один секрет. Берете обыкновенное яблоко, разрезаете его на кусочки и кладете на кусочек пергамента или вот такую бумажную формочку для кексов и укладываете в коробку между пряниками. Главное, чтобы яблоко не касалось пряника, а то он просто размокнет. Пряник будет забирать себе вот эту влагу из яблока и буквально за пару дней станет мягким. Вот этот пряник лежал в плотно закрытом контейнере. Он остался твердым, так как прошло всего 2 дня. А этот в таком же контейнере, но с яблоками. Он мягкий и легко гнется, его можно спокойно разломать. Конечно, размягчать нужно не покрытые глазурью пряники. Теперь все готово для украшения. Займемся глазурью. Мне понадобится 40 грамм яичного белка, 200 грамм сахарной пудры, 2-3 капли лимонного сока и немного воды. Сахарная пудра обязательно должна быть просеяна. Сейчас я просею ее еще во 2-й раз, чтобы не было никаких комочков. Теперь добавлю холодный белок и при помощи насадки весло буду перемешивать. При приготовлении глазури для пряников венчик лучше не использовать, так как задача в том, что глазурь нужно очень хорошо перемешать, а не взбить. Начинаю перемешивать на самой маленькой скорости, чтобы не припудрить всю кухню. Постепенно увеличиваю скорость до средней. Теперь остановлюсь на пудре. Если вы покупаете пудру в магазине, то всегда смотрите состав, так как очень часто в состав пудры входит крахмал, а это отражается на качестве глазури. Можно помолоть пудру в кофемолке или купить готовую в интернет-магазинах для кондитеров.
Когда пудра полностью соединилась с белком, добавлю пару капель лимонного сока. Много не добавляйте, так как кислота съедает цвет красителя. И теперь перемешиваем достаточно долго, минут 10-15. Масса должна стать гладкой и эластичной. Проверяем готовность. Вот такой оплывающий пик должен получиться. То есть клювик есть, но он опускается, оплывает. Глазурь готова. Накрываем ее мокрым полотенцем и даем постоять 15 минут. За это время я расскажу вам, чем я пользуюсь при украшении пряников. В первую очередь это мешки, насадки, корнетики. У меня есть вот такой шприц, но его неудобно держать в руках, так как он толстый, поэтому им я не пользуюсь, а вот насадку с него можно использовать. Лучше всего, конечно же, вот такие одноразовые кондитерские мешки. Они бывают разных размеров, и использовать их можно как с насадками, так и без. Иногда для очень маленького количества глазури я пользуюсь вот такими zip-пакетами. Еще вариант – это корнетик из пергамента. Складываю пергамент вот таким образом, разрезаю и получаю треугольник. Затем скручиваю его и закрепляю. Если нужен маленький корнетик, то разрезаю еще пополам и тоже скручиваю. Можно закрепить степлером, а можно скотчем. Теперь о красителях и присыпках. Хочу показать вам, как легко можно сделать цветной сахар нужного вам оттенка. Берем обычный сахар и гелевый краситель. Для удобства я переложу сахар в zip-пакетик. Капаю каплю красного красителя и аккуратно перетираю его с сахаром. Сразу много красителя не кладите, потому что он при высыхании становится более насыщенного цвета. Вот у меня получился красный сахар. С его помощью можно сделать шапку Деда Мороза или варежку пушистой. Из посыпок я использую вот такие снежинки, конфетти, блестящие сахарные шарики или просто вот такую фигурную посыпку. Глазурь готова, и теперь ее можно окрасить и сделать той консистенции, которая мне нужна. Вот эта базовая глазурь подходит для обводки и узоров, а также для пайпинга. Глазурь для заливки нужно сделать более жидкой. Но прежде нужно добавить краситель и определиться с цветом, так как в красителе тоже есть жидкость, а уже после этого добавлять воду, буквально по капельке. Невозможно сказать, сколько воды вам понадобится. Каждый привыкает к своей технике разрисовки пряников. Если вы не используете контур, то глазурь для заливки должна быть немного гуще, чем та, которую вы используете с контуром. Очень много зависит от размеров пряника, от рисунка и количества использованных цветов. В общем, в этом случае лучше один раз попробовать сделать, чем несколько раз прочитать. Чтобы было лучше видно, я сделаю глазурь голубого цвета и на ней покажу консистенцию. Сначала окрашиваю базовую глазурь и тщательно размешиваю. У меня это будет глазурь для обводки. Теперь отложу часть и сделаю для заливки. Воду добавляю вот такой манюхонькой ложечкой. И каждый раз хорошо перемешиваю. А сейчас сравним две глазури. Делаю ложкой борозду. На глазури для заливки она потихоньку расходится, но не сразу.
Если потрясти, то она ложится очень гладко. Так и должно быть. Если она будет очень жидкой, то просто растечется или ляжет тонким слоем и будет просвечивать пряник, что само по себе не очень красиво. Лучше попробовать на каком-нибудь прянике, а потом добавить еще воду в случае необходимости. Сейчас я подготовлю остальные цвета и начнем рисовать. И еще очень важное. Все пакетики с глазурью накрывайте мокрым полотенцем, чтобы глазурь не пересыхала. Начнем рисовать. Сделаю эту елочку с контуром. При обводке я поворачиваю пряник так, как мне удобно. Дам контуру застыть и сделаю другой пряник. На сапожке контур уже застыл, можно сделать заливку. Вообще глазурь для заливки можно сделать чуть более жидкой, но я иногда делаю рисунок без контура, поэтому меня устраивает такая консистенция. Чтобы глазурь легла ровно, пряник можно легонько потрясти или же заполнить пустоты зубочисткой. Сейчас по мокрой глазури можно сделать узор, какие-нибудь снежинки или звездочки. Просто капаете капельку белой глазури и зубочисткой проводите лучики. Можно добавить снежок. Теперь нужно дать прянику подсохнуть, а потом рисовать остальное. Возьму круглую заготовку и нарисую мордочку снеговика. Пока эта часть подсохнет, покажу, как я переношу рисунок на пряник при помощи трафарета. Кладу трафарет на пряник, выравниваю по центру и пищевым фломастером обвожу контур. Обычно я рисую светлым фломастером, но его практически не видно на видео, поэтому я взяла черный. Я знаю, что многие рисуют обыкновенным простым карандашом. Можно просто нацарапать шилом. Лицо пока не прорисовываю, это буду делать поверх глазури. Обвожу контур там, где у меня белая глазурь. Теперь делаю заливку и отправляю подсыхать. С пряничным человечком все гораздо проще. У меня это минимум разрисовки. Глазки, ротик, какие-нибудь яркие акценты. Готов. Нарисую ему пару. Бантик и красные губки, значит девочка. Человечков любят рисовать дети. Доделаю пряники, которые подсохли. Снежку нарисую шапку. Здесь я обводку уже не делаю. На сапожке нарисую отвороты и тоже без обводки. И опять же по мокрому нанесу узор. Вот такой простенький пряник готов. Опять возвращаюсь к снежку. У него цветов больше, поэтому нужно давать им подсохнуть, чтобы они не заходили один на другой.
А вот такой сапожок у меня уже высох, и я рисую более густой глазурью уже по сухому. Вот такой вариант получился. На елке я сделала заливку, но полностью она еще не застыла, и как раз самое время сделать ее пушистой, посыпать цветным сахаром. Лишний сахар я легонько струшиваю. Теперь даю сахару просохнуть и украшу ее гирляндой. Покажу еще один вариант переноса рисунка на пряник. Я распечатала вот такого Деда Мороза и хочу нарисовать его на круглом прянике. Для этого я просто разрезала его на детали и обведу каждую отдельно все тем же пищевым фломастером. А теперь сделаю заливку, но уже без контура. Здесь главное правило – заливать детали, которые не соприкасаются друг с другом. Глазурь на шапке немного загустела, но полностью еще не застыла, и я посыплю ее сахаром, который мы сделали. Сыпать нужно аккуратно, так как белая глазурь еще тоже сырая. Лишнее аккуратно подчищаем и теперь даем высохнуть. Делаю каждый следующий участок только после того, как высохли соседние, чтобы ничего не сливалось и получался объем. Усы Деду Морозу делаю более густой глазурью, чтобы получился небольшой рельеф. Последние штрихи, и Дед Мороз готов. Доделаю оставшиеся пряники. Вот что у меня сегодня получилось. Новогодние пряники – это особая атмосфера, это уют и тепло. Это новогодняя сказка, в которую все верят. И если у вас в семье еще нет традиции готовить новогодние и рождественские пряники, то обязательно ее заведите. И не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.